Эд и Мейбл Лоуренс были обычной парой пенсионеров, когда впервые поселились в этом отеле. Безмятежность океана. Предполагалось, что это будут праздничные двухнедельные каникулы после десятилетий напряженной работы. Но что-то в жизни на борту корабля изменилось. Избавившись от повседневных стрессов жизни на суше, пара поняла, что нашла идеальное место для отдыха. Без ведома кого бы то ни было, они начали придумывать способ остаться здесь дольше, чем планировали изначально. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Изначально они думали продлить поездку еще на несколько дней, но простое продление превратилось в нечто большее. Они начали потихоньку готовиться к тому, чтобы их присутствие осталось незамеченным. В то время как большинство пассажиров высадились в конце круиза, Эд и Мейбл остались. Они тщательно избегали привлекать к себе внимание, меняли каюты и смешивались с новыми группами пассажиров. Вскоре недели превратились в месяцы, и они начали разрабатывать долгосрочный план. Тайная жизнь Эда и Мейбл на борту корабля требовала тщательного планирования. Они разработали распорядок дня, который имитировал привычки других пассажиров, чтобы избежать подозрений. Они ели в разных ресторанах, время от времени посещали шоу и даже подружились с другими путешественниками, а затем попрощались, как будто тоже уезжали. Они избегали взглядов съемочной группы, стараясь держаться сдержанно. Их повседневная жизнь превратилась в череду тщательно продуманных решений, гарантирующих, что они не будут выделяться. Пара научилась сливаться с толпой. Мейбл болтала с туристами о том, куда они направятся дальше, а Эд как бы невзначай расспрашивал об их приключениях. Они играли свою роль так убедительно, что никто и не подозревал, что они пробыли на корабле гораздо дольше, чем кто-либо другой. Они высаживались в портах и снова поднимались на борт, как и другие пассажиры, каждый раз смешиваясь с новыми группами. Каждый день казался им новым отпуском, но они никуда не уезжали. Находясь на борту, Эд и Мейбл подружились с другими пассажирами, но никому не позволяли подходить к себе слишком близко. Они выпивали вместе, рассказывали истории и даже смеялись с новыми друзьями, но их таинственное долголетие так и не было раскрыто. Они стали экспертами в умении слушать, а не говорить о себе. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал, как долго они пробыли на борту, они улыбались и пожимали плечами, давая неопределенные ответы о продолжительном отпуске или мечтах о пенсии. Эд и Мейбл знали, что пребывание на одном месте сделает их заметными, поэтому они регулярно меняли каюты, перевозя свои вещи каждые несколько недель. Иногда они просили повысить их уровень, иногда понизить до более скромных комнат. Ключом к их выживанию было сохранение анонимности, чтобы никто не усомнился в их постоянном присутствии. Для экипажа они казались обычными пассажирами, наслаждающимися неторопливым путешествием, постоянно перемещающимися из одной каюты в другую, что затрудняло их слежку. Со временем Эд и Мейбл отточили искусство незаметности. Они посещали меньше мероприятий, спонсируемых судном, предпочитая более тихие уголки судна, где могли остаться незамеченными. Они часами проводили время на палубе, читая или попивая чай в менее популярных кафе. По вечерам они прогуливались по тихим коридорам, любуясь океаном под звездами. На океанской безмятежности они превратились в призраков, редко общаясь с командой и всегда оставаясь вне поля зрения. Несмотря на тщательное планирование, Эд и Мейбл не могли избежать встреч с персоналом.
Случайные знакомые лица в столовой или в баре заставили их стать более осторожными. Они изменили свои привычки в еде и стали часто посещать разные бары, постоянно ощущая на себе взгляды окружающих. Распорядок дня пары стал для них сложной задачей, требующей постоянного внимания. Они знали, что их тайна не будет храниться вечно, но были полны решимости сохранить ее. Их постигла неудача не из-за пассажиров или персонала судна, а из-за неожиданного источника, из прачечной. Однажды молодая уборщица, забиравшая одежду из каюты Эда и Мейбл, заметила нечто странное. Пара регулярно пользовалась услугами прачечной. Но уборщица поняла, что они пробыли на борту гораздо дольше, чем позволяет обычный круиз. Их схемы стирки не соответствовали обычной двухнедельной сменяемости пассажиров. Уборщица не сразу заподозрила что-то неладное, но что-то было не так. Она мимоходом поделилась своим наблюдением с коллегой, отметив, что белье этой пары продолжало появляться, даже когда к нему подходили новые пассажиры. Среди низшего персонала корабля потихоньку поползли слухи. Разговоры во время обеденных перерывов стали касаться Эда и Мейбл, и рабочие задавались вопросом, не была ли эта пара безбилетниками или причастна к какой-то странной неразгаданной тайне. По мере того, как слухи среди команды становились все громче, все больше сотрудников начали присматриваться к Эду и Мейбл. Официанты заметили, что они обедали в течение нескольких месяцев, не выходя из-за стола, а аниматоры узнали их лица по шоу, которые проходили во многих рейсах. Любопытство переросло в подозрение, и вскоре за парой было установлено негласное наблюдение. Тем не менее, Эд и Мейбл ничего не замечали, продолжая заниматься своими обычными делами, не подозревая, что их тайна раскрывается. Экипажу не потребовалось много времени, чтобы установить связь. Один из офицеров начал просматривать записи о пассажирах и заметил, что пара официально никогда не высаживалась. Их имена не были указаны ни в одном из списков пассажиров, но они по-прежнему занимали каюту. Офицер без лишнего шума довел этот вопрос до сведения своего начальства. То, что началось как невинное наблюдение уборщицы прачечной, превратилось в полномасштабное расследование того, как этой паре удалось остаться незамеченной. Однажды вечером Эда и Мейбл вызвали в судовой офис. Они уже давно ожидали этого момента, но когда он наконец наступил, это все равно застало их врасплох. Капитан и несколько офицеров усадили их за стол, объяснив, что команда заметила их длительное присутствие. Пара была спокойна, зная, что их десятилетнее путешествие, возможно, подходит к концу. Они были готовы к этому, но все равно им было больно смотреть правде в глаза. Когда их спросили, как долго они пробыли на борту, Эд и Мейбл поделились своей историей. Они не планировали оставаться здесь навсегда, но 1 год превратился в 2, а 2 — в 10. Жизнь на корабле стала для них реальностью, бесконечным отпуском, где им не нужно было беспокоиться о счетах, назначениях врача или семейных обязанностях. Капитан слушал со смесью недоверия и удивления, когда они объяснил, как им удавалось так долго оставаться незамеченными, что капитан оказался в трудном положении. С одной стороны, Эд и Мейбл не нарушили никаких законов, оставаясь на борту, хотя они воспользовались лазейкой в системе корабля. С другой стороны, их дальнейшее присутствие создавало проблемы с материально-техническим обеспечением. Как им удавалось так долго оставаться незамеченными? Капитан понял, что речь шла не просто о выселении 2 пассажиров, а о том, чтобы предотвратить повторение чего-либо подобного. После долгих раздумий капитан решил уладить ситуацию тихо. Вместо того, чтобы устраивать публичный скандал или оповещать власти, он предложил Эду и Мейбл сделку. Они могли бы остаться до конца текущего рейса,
Но после этого им нужно было сойти на берег и покинуть океанскую безмятежность. Эд и Мейбл согласились, хотя реальность их отъезда тяжело давила на них. Их десятилетнее приключение наконец-то подходило к концу. В течение оставшихся недель их последнего плавания Эд и Мейбл наслаждались каждым мгновением. Они посетили свои любимые места на корабле, от тихого уголка для чтения в библиотеке до уединенной палубы, где они проводили бесчисленные вечера, любуясь закатом. Каждый прием пищи, каждая прогулка по набережной были похожи на прощание с жизнью, которую они вели последние 10 лет. Это было горько-сладко, но они знали, что так не может продолжаться вечно. Приближались их последние дни на борту Ocean Serenity, и Эд с Мейбл тихо попрощались с командой. Перестав быть невидимыми, они стали частью судовой истории. В свой последний. Прошлой ночью они сидели на балконе, наблюдая, как лунный свет играет на воде, и размышляли о годах, проведенных в море. Это было приключение, полное свободы и спокойствия. Но теперь пришло время вернуться в реальный мир. Утро их высадки было тихим и пасмурным. Когда корабль причалил, они в последний раз собрали вещи и, держась за руки, спустились по трапу. После 10 лет, проведенных в море, твердая почва под ногами казалась незнакомой, и у них не было четкого плана на будущее. Они знали только, что их ждет новая глава. Возвращение на сушу было ошеломляющим. Суетливый темп жизни, шум и отсутствие привычного корабельного ритма заставляли их чувствовать себя не в своей тарелке. Они давно продали свой дом, предполагая, что их путешествия будут недолгими. Теперь поиск места для поселения казался сложной задачей. В каждом месте было слишком тихо, не хватало бесконечной свободы океана. За время их отсутствия мир изменился. Технологии развивались, и им было трудно адаптироваться. Они посещали семинары, чтобы узнать больше о смартфонах и приложениях, но цифровой мир казался им чужим. Воссоединение со старыми друзьями было горько-сладким. Многие разъехались, а некоторые и вовсе ушли. Хотя они и пытались восстановить отношения, их десятилетнее отсутствие создало дистанцию, которую было нелегко преодолеть. Несмотря на их попытки приспособиться, зов океана оставался сильным. Они часто посещали пристани для яхт, наблюдая за отплытием круизных лайнеров, тоскуя по той жизни, которую оставили позади. Год спустя они заказали короткий круиз, чтобы вновь окунуться в безмятежность океана. Прогуливаясь по его палубам, Эд и Мейбл чувствовали себя так, словно встретили старого друга. Несмотря на то, что команда сменилась, корабль остался знакомым, пробуждая воспоминания об их тайной жизни на борту. Осознав, что их любовь к морским путешествиям не угасла, Эд и Мейбл начали планировать новые приключения. Они отправились в путешествие по разным уголкам мира, снова ощутив свободу моря. Попутчики, очарованные их историей, часто шутили, что хотели бы попробовать то же самое. Эд и Мейбл рассмеялись, зная, какой секретности и тщательного планирования это требовало. Став старше, они размышляли о своем необычном приключении и будущем, задаваясь вопросом, попытается ли кто-нибудь еще повторить то, что сделали они. Мир стал более взаимосвязанным, что делало подобный подвиг маловероятным. Тем не менее, они гордились своим смелым прошлым, зная, что прожили жизнь, которую мало кто мог себе представить. Жизнь, наполненную приключениями, свободой и историями, которые они будут хранить вечно. Во время одного из своих обратных рейсов Эда и Мейбл неожиданно навестил капитан корабля. Их десятилетнее пребывание на борту стало легендой, и капитан с нетерпением ждал встречи с ними.
За бокалом вина в его каюте они вспоминали о времени, проведенном на борту, о том, что было на грани срыва, и о том, как они пережили тихое приключение. Продолжая круиз, они стали хорошо известны среди путешественников. Пассажиры обращались к ним за советом по поводу длительных путешествий, и хотя они делились советами, они держали всю историю своей тайной жизни на борту при себе, однако время не давало им покоя. Длительные перелеты стали утомительными, и они стали выбирать более короткие путешествия, зная, что будут путешествовать так долго, как смогут. После нескольких лет небольших круизов они решились на последнее грандиозное путешествие – кругосветный круиз, охватывающий все 7 континентов. Каждая остановка была для них праздником полной приключений жизни. Когда путешествие закончилось, они стояли на палубе, в последний раз любуясь горизонтом. Море было их домом, их спасением. Теперь, когда в их сердцах воцарился мир, они поняли, что пришло время сбавить обороты. Они поселились в тихом прибрежном городке, найдя утешение в маленьком коттедже у воды. Это было не то же самое, что безмятежность океана, но океанский бриз и далекие волны поддерживали связь с жизнью, которую они любили. Их история стала легендой среди круизеров, передавалась из поколения в поколение и приукрашивалась с каждым пересказом. Бывшие члены съемочной группы иногда навещали их, делясь старыми воспоминаниями. Эд и Мейбл дорожили этими визитами, зная, что они оставили неизгладимый след в памяти тех, кто поделился с ними секретом. Со временем они привыкли к простым радостям повседневной жизни, прогулкам по берегу, утреннему кофе и спокойному ритму хорошо прожитой жизни. Однажды вечером, когда солнце садилось за воду, Мейбл с улыбкой повернулась к Эду. «Мы сделали это», – прошептала она. Эд сжал ее руку, прекрасно понимая, что она имеет в виду. Их история была полна приключений, любви и свободы.